Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию обзорных сюжетов о Москве, и в этом сюжете мы с вами продолжим наше путешествие по ночному городу. Не так давно у меня выходил сюжет, где мы с вами двигались точно так же на автомобиле по центральной части Москвы и вышли примерно на то же самое место, на Фрунзенскую набережную. Я выложил этот сюжет, было очень много очень теплых комментариев в поддержку, и вы, зрители, попросили сделать продолжение. Ну, на самом деле я записал больше поездку, чем вам ее предоставил. То есть оканчивалась она примерно где-то здесь, в середине Фрунзенской набережной. Но на самом деле я записал и вторую часть, просто ее немножечко придержал. И вот, пользуясь моментом, и с удовольствием ее выкладываю. Для тех, кто не посмотрел или вновь подключившимся, прилагаю: в правом верхнем углу будет сюжет как раз первой части вот этой поездки. Ну а для тех, кто вновь подключился и также смотрит продолжение, расскажу о своем любимом маршруте, по которому, собственно говоря, мы и движемся. Движемся мы в сторону третьего транспортного кольца по Фрунзенской набережной. Сразу скажу, что здесь можно увидеть по правую руку относительно нашего движения. Прекрасная прогулочная часть, улица сама Фрунзенская. Ну а с противоположной стороны можно многое увидеть. Во-первых, вы увидите и музеон, который плавно переходит в парк культуры, который далее переходит в нескучный сад, уходит в сторону нижней смотровой у Академии. Потом вы далее проходите в сторону Воробьевых гор, наслаждаетесь видами города. Ну и также можно либо по подъемнику перейти на противоположную сторону относительно нашего движения, она по левую руку расположена. Это площадь огромная спорткомплекса Лужники, и, собственно говоря, вокруг него очень много разного: прокатные зоны и кафешки, и спортплощадки, да и просто можно здорово провести время, погулять по территории. Проехать туда можно на платной основе. Ну а, собственно говоря, проход для вас, для тех, кто пользуется велотранспортом или электротранспортом, он беспрепятственный, поэтому вы можете спокойно туда прямо вдоль набережной и пробраться. Тем, кто пользуется речным транспортом, осматривает город со стороны Москва-реки, то будет, конечно же, этот маршрут доступен. Вышли мы с вами на Хамовнический вал, движемся в сторону набережной. Ну и с противоположной стороны по левую руку, видите, проходит МЦД. С правой стороны у нас есть станции метро, поэтому даже если вы, пройдя до этой части пешком, немножечко подустали, то вы всегда можете либо отдохнуть, как я уже сказал, находясь в Лужниках, вы можете провести фактически весь день, либо здесь воспользоваться транспортом и, скажем так, уехать в сторону вашего дома. То есть либо на метро, либо на автобусах, либо на электричке, скажем так, ну и прервать свое путешествие, чтобы потом его отсюда же и продолжить. С правой стороны Новодевичий монастырь, у нас с вами был сюжет, и в правом верхнем углу, для тех, кто его не видел, я прилагаю его. Ну и также хочу сказать следующее, что, собственно говоря, есть и достаточно интересные улочки, которые скрываются вокруг самого монастыря. Ну, думаю, что мы с вами еще их увидим. Я обязательно покажу в последующих сюжетах. Как вы уже видите, впереди нас обгоняет беспилотный автомобиль, который тестируется. Мы его часто здесь встречаем, и вот в очередной раз он нам повстречался. Здесь у них проходит маршрут, они его тестируют. Помечены эти автомобили буквой А, напичканы они кругом датчиками, то есть тестируются, и в скором будущем, естественно, они выйдут на улицы, на дороги и будут возить не только жителей, но и гостей столицы. Как только эти автомобили появятся в общедоступном расположении, естественно, мы с вами их потестируем.
Значит, мост, это третье транспортное кольцо, и уходим мы с вами на набережную, огибая по правую руку Новодевичий монастырь. С противоположной стороны набережная. Точно так же мы делали сюжет, можно найти ролики. Ну, приложу на самом деле другие чуть-чуть попозже, чтобы у вас как бы было понимание, что происходит и с той стороны, и с этой стороны. Ну и чем удобно, вот обратите внимание, по-разному оформлены набережные, везде разные подсветки, поэтому скучно здесь точно не будет. И весь этот путь фактически, он благоустроен. Есть и скамейки, есть и остановки, если вдруг вас застигнет во время вашего движения какой-то дождик или какая-то непогода, всегда можно укрыться. Ну или в крайнем случае уйти по правую руку в разные райончики, которые и зеленые сами по себе, и имеют какие-то прогулочные площадки. Вот. Ну и также на протяжении всего пути нам встречаются какие-то магазинчики, какие-то кафешки, фастфудные зоны, ресторанчики. Это все здесь тоже есть. Ну и чем удобен этот маршрут, еще в дополнение вам скажу, очень много прокатного транспорта, что и в Лужниках, что и здесь пристегнутый стоит. То есть люди добираются до определенной точки, оставляют самокаты, велосипеды, которые вы можете взять и, собственно говоря, ими воспользоваться. Но для совсем романтиков это очень интересный маршрут, скажем так, для свиданий, для прогулок, для совместного времяпровождения. Прекрасные виды, прекрасные селфи, какие-то трансляции, фотографии памятные. Ну и просто подышать воздухом, посмотреть на красивую Москву, на ее виды всегда пожалуйста. Ну и, как я уже говорил, если вдруг вам эти виды поднадоели, вы всегда можете свернуть в правую часть, например, или находясь с противоположной стороны, перейдя по светящимся мостам, ну, углубиться и разнообразить свою, скажем так, экскурсию. По правую руку у нас проходит параллельно нашего движения Садовое кольцо. Также где-то здесь вот примерно оно выведет вас в сторону Министерства иностранных дел, потом Старого Арбата, далее будет параллельно Старому проходить Новый Арбат, который выведет вас также в сторону Александровского сада, Красной площади. Ну и, собственно говоря, там у вас есть огромный выбор, либо уйти направо в сторону набережной, либо к Большому театру и Лубянке по левую руку. Ну, в общем, можно по-любому разнообразить. Да, кто-то спрашивал про заправочные станции. Вот вы увидели, так вот примерно они в центре города выглядят. По левую руку гостиница светящаяся. Ну и также у нас с вами был сюжет, прилагаю его в правом верхнем углу. Это у нас вокзал Киевский. Далее вокруг него расположен у нас площадь Европы, также огромный торговый комплекс, где вы можете провести неплохо свое время. Вокруг него много красивых, интересных видов, площадки, разные поющие фонтаны, ну и много-много другое. Ну а с правой стороны относительно нашего движения вот появилась малоизвестная смотровая. С нее тоже прекрасные виды, в сюжете вы их увидите. Ну и тут разнообразие, как я уже сказал, что можно уйти в сторону Арбата с правой стороны, ну а по левую руку продолжить огибать такой полуостров, назовем его так, где очень часто проводят время молодежь. Достаточно интересные новые виды и мототранспорта, и авто. Вы можете посмотреть на интересные экземпляры автомобилей, ну и также посмотреть, как проводит свое время золотая молодежь, назовем ее так. Они очень любят противоположную сторону, часто там назначают встречи и находятся. Гостиница Украина со своими прекрасными видами по левую руку с противоположной стороны набережной. Там же есть шикарнейший рыбный ресторан, где практически любые морепродукты вы можете всегда попробовать. Значит, движение, как я уже говорил, вдоль набережной у нас пройдет мимо светящегося Белого дома, Дом правительства. Далее мы
выйдем с вами в сторону Москва-Сити и уйдем на третье транспортное кольцо. Во время движения такие встречаются ограждения. В предыдущем сюжете кто-то задавал вопрос по поводу того, что это такое. Это проходило интересное событие на стороне Москва-реки, и там были, типа такого своеобразного парада, то есть люди на плавучих средствах, скажем так, проплывали, и, собственно говоря, в целях безопасности вот были эти ограждения, чтобы толпа не собиралась, перекрывали. Со временем его, конечно же, заберут все эти ограждения, и они отсюда исчезнут. Прекрасные виды, что с этой стороны на сторону гостиницы Украина, что с противоположной стороны на светящийся Белый дом. И романтическое место, прекрасные виды и в сторону Нового Арбата, который уже остался позади нас, и также вперед в сторону Москва-Сити. И всегда можно уйти в сторону зоопарка по правую руку, в сторону 905 года улицы, и также побродить здесь по параллельным улицам. Значит, здесь у нас и центр международной торговли со своими прекрасными видами, и экспоцентр, где всегда можно найти какое-то мероприятие, всегда что-то проходит, какая-то выставка, какое-то событие, поэтому можно, как я уже и говорил, разнообразить свою прогулку, посетив те или иные места. После центра международной торговли есть неплохая для времяпровождения парковая часть, где вы можете точно так же и передохнуть, посидеть, понаслаждаться видами. Есть там и спортивные площадки. Поэтому, как я и сказал, что эта прогулочная зона, она насыщена практически многими интересными местами в городе, где вы скучать точно не будете и найдете для себя что-то интересное, что-то полезное. И также сможете всегда отдохнуть. Плавучие ресторанчики, вот вы видите по левую руку. Далее у нас перед самим Москва-Сити появились уже новые башни. В некоторых сюжетах моих они отсутствуют. Быстро разрастается город, быстро строят. Вот эти три строения уже выглядят примерно сегодня вот так. Сразу же после них появился на горизонте мост Багратион, который поможет вам перебраться на противоположную сторону относительно нашего движения, и сделать прекрасные виды на Москва-Сити, и также побывать там. Там есть тоже лавочки, скамеечки. Парковка здесь не дешевая, одна из дорогих, но если вы все-таки прибыли сюда на автомобиле, то я рекомендую оставить свой автомобиль с противоположной стороны. Там в районе 40 рублей за час можно оставить свою машину там, и будете не переживать и не волноваться. И также здесь работают парковки, здесь можно и оставить автомобили здесь, и погулять на территории Москва-Сити. То есть со стороны вроде кажется, что там какое-то определенное количество башен, но на самом деле, находясь там, вы попадаете в целый город, который светится в ночное время. Интересные виды и днем, много разных зон интересных, кафе, рестораны, фастфудная часть, и сам мост, он насыщен всякими торговыми площадями, что-то всегда увидите. И, естественно, под огни и виды самого Москва-Сити прекрасно провести свое время и насытить свою прогулку. Фактически такой длинный путь для того, чтобы найти оазис, скажем так, или бонус в своей прогулке, чтобы насладиться вдоволь. Кто-то говорил о том, что не хватает огней в окошках домов. Здесь вы в избытке их получите. С противоположной стороны вы видите впереди примерно, как это выглядит все со стороны. То же самое и по правую руку относительно нашего движения. В башнях примерно такой же свет вы увидите. Более того, там есть разная иллюминация, разные огни, и все это выглядит
как на Новый год, можно так сказать, наряженной красивой елкой. Были просьбы, чтобы я поснимал в ночное время, обязательно это сделаю чуть попозже. Ну и также станции метро вы всегда можете добраться куда-то отсюда, либо также отдохнуть, как я уже говорил, на торговых площадях там много интересного, и вверх этажи, и вниз этажи, всегда что-то найдете. Ну и здесь мы будем уходить на третье транспортное кольцо, которое относительно нашего движения по левую руку. Уйдем мы на нее. Есть небольшой от меня совет. Обязательно смотрите за разметкой. Навигационные системы автомобилей не так часто обновляются, постоянно что-то происходит, постоянно меняют, либо какие-то строительные работы, что-то там наносится другое. Вот вы видите, полицейские, то есть следят за скоростными потоками, за теми, кто там пытается нарушить правила дорожного движения, нарушая разметку. Вот фактически вот так вот выглядит все. Ну и будьте внимательны на съездах, на выездах, потому что всегда интенсивное движение. Кто-то мчит после работы домой, кто-то куда-то опаздывает. В общем, будьте внимательны. И вот так примерно выглядит движение. То есть нельзя сказать о том, что оно совсем плотное. Вот вечернее время после работы примерно выглядит вот так. Здесь небольшое затруднение. Скорее всего, это не плотность движения, это какая-то либо авария, либо еще что-то. Будьте готовы всегда к тому, что движение на третьем транспортном кольце, оно, конечно же, будет поплотнее, чем здесь, вдоль набережной и самого Москва-Сити. И, собственно говоря, уплотнение может в отдельных местах, где проходят какие-то ремонтные процессы, либо столкнулись автомобили, есть небольшие заторчики. Вот как раз, что-то произошло здесь. Аварийный знак был, видать, сломалась машина. И вот небольшое такое уплотнение сразу появляется, потому что большой поток. Нельзя сказать о том, что здесь сейчас есть пробка, просто чуть плотное движение, своеобразный здесь выезд, то есть нужно быть бдительным, интенсивно перестраиваться не надо, поэтому, включая поворотник, потихонечку перестраиваться в нужную вам полосу, и следовать по ней. Встречаются автомобили, как я уже говорил, каршеринга, вот вы видите, и какие-то новомодные машины вот впереди идет. Также, как я и сказал, любого класса, в принципе, можете воспользоваться этим автомобилем, предварительно получив регистрацию, и также, как и я, попутешествовать по тем самым маршрутам, которые мы с вами уже записали, они уже с вами изучены хорошо. Вот движение по кольцу делает поезд с левой стороны, а с правой стороны плотная стена. Это не шумоотражатели, это парковочные места, закрытая стоянка. И само кольцо, то есть оно связывает все основные фактически дороги в городе, поэтому всегда можете уйти по навигации, навигация чтимая. Улицы, обратите внимание, и дороги на высоком уровне, то есть нету каких-то проломов, провалов, дыр и прочего. Точно так же они убираются и здесь, моются, в том числе и вот раньше шумоотражающие листы были в непристойном виде, здесь все помыто, чистенько, красиво, все светится. Рекламка, конечно, встречается, но ее в разы, конечно же, меньше, и это большой плюс. Становится такой современный, экраны большие мультимедийные стоят, придают больше огня, скажем так. И многоярусные развязки точно так же притягивают внимание. А для тех, кто за рулем, заранее посмотрите маршрут, чтобы не прозевать свой поворот, потому что
В противном случае нужно будет покататься для того, чтобы вернуться в это место, которое вы, например, пропустили. На горизонте появляются новомодные высотки, разные жилые многоэтажки. Вот так примерно обновленная Москва сегодня выглядит за пределами третьего транспортного кольца. И в одном из сюжетов я говорил о том, что за пределами третьего транспортного кольца возводятся высокие новые современные здания. Вот так примерно это все выглядит. Ну и, конечно же, освещение. Таким образом, вот мы с вами, объединив два сюжета, сделали такое большое кольцо, которое выводило нас на основную первую Тверскую, Ямскую, Тверскую, выводило в сторону Большого театра, потом на Лубянку. С Лубянки спускались мы вниз по Китайгородскому проезду, уходили на набережную в районе парка Зарядье, через Кремлевскую набережную, двигались в сторону Патриаршего моста, Храм Христа Спасителя, на Фрунзенскую набережную. И вот такой вот виток фактически сделали до исходной точки. Впереди у нас будет Ленинградское шоссе, которое выводит на Первую Тверскую и Ямскую улицу. И вот такой вот круг мы с вами описали. С правой стороны ипподром. Если вдруг утомительная поездка, можно понаслаждаться видами, побывать там. Вот такой у нас получился очередной маршрут. И на этой нотке я буду заканчивать свой сюжет. Не прощаюсь с вами, всего лишь говорю вам. Ну а пока-пока и до скорых новых сюжетов.